А, вот он. Вот он и выход, ребята. Вот он и зеркало. Наконец-то мы добрались до него. Засекли. Четвертая загадка вводит небольшой ступор. Так, ну все, я погнал. Всем удачи, да? Всем удачи и мне. Слушай, я тебя позвала по такому вопросу. Скажи мне, пожалуйста, ты смотрел Сашкин ролик, когда он в чертово городище ездил? Да, прикольно, мне понравилось. Мне вот тоже понравилось. Только жаль, что на канале таких роликов пока что больше не выходило. Ну, надо что-то придумать, что-то интересное. Вот за этим новое я место. тебя и позвала. Место я нашла. Угу. Осталось придумать нам интересный челлендж для Саши. Хотелось бы с тобой это обсудить. Ребят, ситуация, в общем, такая. Сейчас мне написала Маруська, что будет звонить. И у нее есть какое-то дело ко мне. В общем, она сейчас будет звонить и попросила начать это записывать. Алло? Алло, привет. Алло. Привет. Как твои дела? Отлично. Мне писала Маруська, что будет звонить. Вы с ней, что ли? Ну да, пересеклись. Привет, Саш, мы тут встретились. Ага. Иногда мы дозвоним тебе не просто так. Так. Скажи, пожалуйста, ты занят сегодняшним вечером? Ну нет, ты же знаешь, что сегодня я свободный. Это замечательно. В общем, дело такое. У тебя есть час, чтобы собраться, собрать всю свою технику. Мы тебе придумали крутую идею для съемок. Как ты на это смотришь? Ну, естественно, отлично я на это смотрю. Сколько ты сказал, у меня час есть? У тебя есть час. Ага, отлично, ладно. Я понял, через час буду готовым. Так, какие вещи у меня есть? Так. Беру с собой селфи-палку. Селфи-палку беру с собой. Беру камеру, телефон. И, как обычно, мне больше ничего и не надо. Так что, ну что, друзья, вот и настал момент истины. Мы сейчас отправимся туда, куда не знаю куда. В общем, я собрался через час, как и договаривались. Ребята уже тоже там на сборе все. И мы отправляемся в путь. По дороге, видимо, расскажем, что там будет дальше и что и как будет происходить. Поехали! Сложила и вычла. До конца маршрута 200 метров. Еще в середине XVIII века в поселке Ферзиково Калужской области была возведена усадьба семейства Чириковых. Семья владела поселком с 17 века, но усадьба появилась позднее на несколько десятков лет. Изначально на территории усадьбы была церковь, парк, пруды, фруктовый сад и, конечно, основное здание. Усадьба процветала вплоть до свержения царской власти. В XIX веке усадьба была отдана обществу лесных дач, а ее владельцем до 1917 года были местные помещики. Во время Великой Отечественной войны в 1941 году в главном корпусе усадьбы располагался немецкий госпиталь, а рядом кладбище немецких солдат, которое никак не обозначено по сей день.
Так, ребят, в общем, такая ситуация. Мы приехали на это место, и пока что они мне ничего не рассказывают, засранцы. Вот, сказали, сиди здесь. Мы, говорит, сейчас уйдем. Сейчас он говорит, что-то как сделаем, говорит, а ты потом попрешься туда. Ну, а чтобы вы понимали, там не видно вообще ничего. Просто там такая темнота, хоть глаз выколи. В общем, сижу, жду. Сейчас они мне все это объяснят. Я надеюсь, и вам тоже будет также все понятно. Сидим, ждем. Там, да, впереди есть дом, в который тебе нужно будет зайти и выполнить несколько интересных действий. А все, что тебе нужно будет выполнить, инструкции ты найдешь уже внутри. То есть я сейчас подойду туда? Смело заходи. Смело заходи. Смело заходи. Ничего не бойся. Мы с тобой. Мы с тобой. Можешь приступать. Да, кстати, есть прикол, да, мы будем на связи периодически. У меня есть ограничения же, правильно? Говорю, все инструкции внутри. Все инструкции, вообще все. Вообще все. Так, ну все, я погнал. Всем удачи, да? Всем удачи и мне. Так, пойду вперед. О, Господи, что меня там будет ждать сейчас? Сейчас, пока я еще и сам ничего не вижу, мне фонарь тупо светит в лицо. Тупо я сам себя слеплю. Тупо же я это делаю, да? Ладно. Фух, это как раз первое видео, где будет в темноте. Я буду настолько понимать, как все остальное будет сниматься дальше. В том смысле, что, блин, я понимаю, что здесь хотя бы ребята рядом. И как бы если что вдруг, я им по рации скажу, что у меня проблемы. Так, я еще должен не забывать, что я камеру выше держу, чем нужно. Так, ребят, я подошел к дому. Мне нужно зайти в домик, получается, или что? Получается так. Так, ну, пойдемте, значит, в домик. Как стрёмно-то. Опасно. Не входить. Опасно для жизни. Написано же для нормальных людей. Не входить. Очуметь. Вот вам и квест. Так. Что мы тут имеем? Так, тут написано. Вот ты и на месте. Эти стены хранят в себе много тайн и загадок, но мы придумали для тебя свои. А теперь к сути. У тебя есть 60 минут и 5 загадок. Ответом к каждой загадке будет предмет. Челлендж будет считаться выполненным, когда ты сделаешь фото из комбинации этих предметов. Итак, 5 загадок, 5 предметов, 60 минут. Справишься? Чтобы тебе было легче, мы даем тебе право на 3 подсказки. Но помни, каждая подсказка отнимает у тебя 10 минут времени. Удачи! Чтобы начать квест, заверни направо за угол. Как же здесь? Как же здесь прикольно. Так, заверни направо. Заверни направо. А право, насколько направо завернуть? Прям вот. Вот он еще. Так, загадка номер 1. Так, ребят, здесь так стрёмно. Здесь кто-нибудь есть? Так, ребята, вы можете, наверное, таймер у себя там засечь. Я только что повернул направо. Засекли. Время пошло. Загадка номер 1. Группа мужчин проснулась от громкого жуткого звука. Вскочили, оделись, схватились за шест, исчезли в дыре друг за другом.
О ком идет речь? И с чем боролись эти мужчины? Твоя задача – найти источник их врага. Источник их врага. В дыре, друг за другом. Хороший вопрос. Я, если честно, вообще не понял. Схватились за шест. Пожарные. Это пожарные, полюбас. То есть мне нужно найти, с чем боролись. С пожаром. Огонь. Ну, боролись с огнем. А тут кроме костра ничего и нету. С чем они боролись? Источник, да? Ну, костер. А что еще? Я больше не понимаю. Блин. Может, наверху где-то? Подожди, ну. Костер. Так, у меня такой вопрос. Я отгадал первую загадку, но ничего возле то, с чем они боролись, я не нахожу. Или мне нужно просто сделать фотку. Ну, рядом, может быть, и нет, но на самом деле есть. Посмотри повнимательнее. Нет, фотку тебе нужно будет сделать в самом конце, когда ты найдешь все. Хорошо, я ищу очень прям рядом. Ты лучше Ладно, ищи. буду искать. Так, Ну, сделай пару шагов. влево, вправо, Вверх, вниз. вверх, вниз. Ну, вверх-вниз не надо, конечно. Ну, это же считается за подсказку уже. Ну нет, мы думаем, что, наверное, это еще не подсказка. вон он. Ах ты ж, блин, вы смотрите-ка, какой оказывается. Мы посовещались и решили, что этот раз мы не зачтем тебе за подсказку. Но в следующий раз такие вопросы нужно задавать аккуратнее, иначе время у тебя будет отниматься. Принял, понял, хорошо. Так, Поздравляем с первой отгаданной загадкой. Второй предмет ты видишь ежедневно, а он ежедневно видит тебя. Он может показать все, кроме одной вещи, ну или явления. Теперь об этом явлении. Если бы оно говорило про себя, оно бы сейчас сказало так. Твои глаза открыты, и я здесь. Закрой их, и я тоже буду здесь. Отгадал? Скажи нам это слово по рации. А теперь подумай, что зашифровано во втором предмете. Угадаешь? Скажем, где оно. твои глаза закрыты, я тоже буду здесь. Ага, тут свеча есть. Так, судя по второму вопросу, я предполагаю, что это, возможно, зеркало. Ты угадал. Это правильно. Зеркало находится в одной из дверей дома. Выход на улицу. Ага, принял, понял. А вопрос у меня еще один, вообще не касаемый. Ну, свечка-то тут зачем? Я ее должен зажечь? Ты должен собрать эти предметы. Так, первый очаг был, наверное, все-таки не костер, ребят, а свеча. И эти предметы я буду, наверное, оставлять тогда вот здесь. Так вот пока поставлю, хоп, все. Пусть пока тут постоит. Так, в одной из выхода из дверей... Опа, ничего себе, здоровый паук. Ля, как здесь жутко, ребят. Ну, очень круто. Реально. Я сейчас вообще не понимаю, как это вам передается. Но здесь очень прикольно выглядит это все. Так, ладно, нам нужен один выход из
И нам нужно найти, получается, зеркало. Выход — это вход тот, который я входил. Может быть, здесь есть какой-то еще реально выход. Я же просто не в курсах. Война закончилась, и территория усадьбы отошла в пользование советской власти. Вскоре в стенах усадьбы была санаторно-лесная школа, а новое на тот момент двухэтажное здание построили в качестве спального корпуса для учеников. Но и эта история не продлилась долго. После закрытия школы территория стала принадлежать совхозу Ферзиковский, а спальный корпус стал контрольной точкой для персонала. В 1988 году в усадьбе планировался капитальный ремонт, но по сей день инвестор, который мог бы проплатить такую масштабную перестройку, так и не найден. У главного здания разрушено буквально все, кроме боковых стен, которые сейчас могут только напоминать о былом величии. Спальный корпус еще держится, но уже в аварийном состоянии. Сегодня, в 23 году, усадьба считается окончательно заброшенной, несмотря на богатейшую историю и сотни судеб, проживающие в ней в разный период времени. А от первых владельцев остался лишь надгробный камень, спрятанный где-то в зарослях территории усадьбы. Блин, ребят, сейчас птичка когда зашевелилась, звуки такие были. Мне, короче, даже стало немного страшно. Чтобы вы понимали, здесь одному и правда очень страшно. Так, не буду тревожить птичку. Пойду дальше. Ой, бля. Так, один из выходов. Здесь больше я не вижу выходов. Ребят, тут есть лаз на 2-й этаж. Но он очень аварийный. И я туда, наверное, просто так не заберусь. Хотя вот здесь прям доски такие положили, чтобы походить. В общем, ладно. Квестик. Вот это квестик. Вот это я понимаю. Один из выходов. Вот он, еще один выход. Так, я стараюсь еще под ноги себе посветить. Так, вот он выход, правильно? А, вот он. Вот он и выход, ребята. Вот он и зеркало. Наконец-то мы добрались до него. Зеркало на месте. Так. Загадка номер 3. Второй предмет у тебя в руках. Покажи его первому предмету и найди то, что в отражении. Ты в доме ужасов и пыток. Перед тобой 3 двери, а в доме нет ни света, ни людей. Зайдешь в первую дверь – сгоришь. Зайдешь во вторую – тебя съедят. А в третьей – поджарят на электрическом стуле. Где безопаснее всего? Там и предмет. Отправляйся искать двери. Сейчас пойдем искать в ту сторону. Так, предмет возьму. Пойдемте в начало. Я сейчас положу его рядом с первым предметом. Блин, как тут неудобно-то ходить. Тут пола нет. Блин, почему я думал про костер, кстати, а тут, оказывается, свечка была. Так, второй я понял. Так, у нас первый меня съедят, второй изнасилуют, а третий там должно быть все хорошо. Правильно? Я правильно понимаю? Ух, блин. Так, я себе проспойлерил немножко и увидел вот эти вот дверки. То есть у нас есть первая дверь, вторая и третья. Ну и как сказано, первые 2, они опасны. А вот она и третья. И вот здесь, хоть и здание небольшое, кстати, но, блин, такое антуражное. Так, вот здесь вот она, 3-я свеча. Ой, свеча, говорю, 3-я. 2-я свеча, 4-я загадка.
А ларчик-то просто открывается. Но найти его непросто. Если север был бы адом, то чем был бы юг? Направляйся в том же направлении. Раем север, юг. А юг у нас где? Откуда же я знаю? Мне надо посмотреть на компасе. Получается. Очень интересно. Как я узнаю, где юг? Так, ладно, поставим, давайте еще последнюю. Блин, сколько здесь пауков. Вы посмотрите, просто. Он еще бежит на меня такой, типа, наглый. Ты че, блядь, здесь делаешь? Вот это вот. Так, окей. 3 предмета у меня есть. Так, прием. Прием. Эта загадка меня вводит в небольшой ступор. Какая загадка? 4. Мы тебя внимательно слушаем. Если север будет адом, то юг, само собой, раем. Но как я должен понять, что такое рай? По крайней мере, блядь, в этом месте. БПЛА 40. Ты просишь у нас подсказку? Слушай, по большей части, наверное, я прошу самому понять, что такое может быть. Просто я понимаю, что либо мне нужно на север идти, но как бы север, как я узнаю, где север сейчас, это раз. Либо мне опираться на слово рай, но опять же у меня не складывается в уме, блядь, особенно в этом месте, где здесь может быть рай. Нет, тебе не нужно ориентироваться на север. Я еще раз повторю вопрос. Ты просишь у нас подсказку? А сколько времени у меня еще? У тебя еще 40 минут. Ну, в принципе, одной подсказкой воспользоваться можно, я думаю. Если север – это ад, где находится ад? Ну что, товарищи, что думаете? Справится друг наш или нет? Ну, я думаю, да. Думаешь, да? Немножко, наверное, там будет страшновато. Страшновато, и я думаю... Да. Да, делать все это было Втроем. неприятно. Втроем, Да. да. Он там один, и мы там дома излазили несколько раз, пока все это формировали. Но самое интересное в конце. Но самое интересное в конце, поэтому не переключайтесь и ставьте лайки прямо вот на этом моменте, потому что человеку нужна поддержка. Представьте, если бы вы оказались в такой ситуации. Идем наверх. Так, сильно, говорит, не геройствуй. Да я и не геройствую. А значит, я здесь проползу? Ого. Так, идем на 2-й этаж. Как мы это сделаем? Без понятия. Так, у меня тут есть перила, за которые можно ухватиться. Да давай. О! Так. Я уже почти на 2-м. Полюбас вы хотели посмотреть, что там на 2-м этаже. Поэтому я иду сюда, на 2-й. Если б мишки были пчелами. Какое эхо. Топ они бы нипочем. Никогда б и не подумали так высоко строить дом. Ебать ты, что ли, блядь? Суки, блядь! Вы чё, блядь, серьезно? То есть вы решили, блядь, меня до инфаркта нахуй довести, что ли? Всего лишь небольшая музыкальная
Да, и в этом музыкальном сопровождении у меня, блядь, гаснет еще и фонарик. Нахуй, вообще заебись. Ладно, я наверху, а что мне это дает-то, блядь? Бля, я вообще не знаю, как. Ни хрена тут кто-то тусуется. Прям, ну, очень тусуется, я бы сказал. Обычно. Блин, тут реально жутко все-таки. Любая, мне кажется, заброшка имеет свою какую-то историю. И от этого еще страшнее. То есть, смотрите, там что-то нарисовано, солнце. Но здесь явно кто-то сидит, и есть даже вон. Кто-то оставил зажигалку. Я так понимаю, предмет этот не этот предмет. Или это он? Блин. Очень сложно. Блин, я просто, понимаете, мне и страшно одновременно, и одновременно нужно думать, и, в общем, это очень тяжело. Плюс они, блядь, эту мелодию завели, что вообще капец. Может, я, конечно, совсем дурак, и отгадка моя не в этом. Да ладно. Серьезно? Я, походу, нашел, ребят. Тут есть бумажка. Полюбас что-то такое. Так. В бумажке написано: загадка номер 5. Ты знаешь, что делать. Так, ты знаешь, что делать. Окей. Ключик, ребят. Тут лежал вот такой вот замечательный ключик. Так. Ты знаешь, что делать? Знаю, конечно. А что делать? Охренеть. Так, я забираю с собой ключик. Ты знаешь, что делать. Ты знаешь, что делать. И что ж мне делать? Так, пойдемте. Пройдемся в другую сторону. Когда я найду 5 предметов, мне нужно их сфоткать, правильно? Вот тут монетку какую-то кто-то обронил. Кто-то обронил монетку. Блин. Очень так опасненько тут, опасненько, стрёмно. Так, лестница, спускаться. Это все я понял. Ты знаешь, что делать. Что же делать-то? Ключом можно открыть дверь. Какую? Подожди, раз предметы у нас какие? У нас свеча, вторая свеча, зеркало, ключ и шкатулка. Или пятая загадка называется «Ты знаешь, что делать?». То есть мне ключом нужно что-то открыть. Что именно открыть? Если честно, я не особо догадываюсь. Сделать фотку. Фотка это и есть пятый предмет. Фотография и прислать ее. Возможно, не знаю. Так, ладно, пойду вниз. А мы почитаем. Еще разочек. Вот так, вот и на месте. У тебя 60 минут и 5 загадок. Ответь на каждой загадке будет предмет. Челлендж будет считаться выполнен, когда ты сделаешь фото из комбинации
этих предметов. Итак, 5 загадок, 5 предметов, 60 минут. Справишься? Подожди, 5 предметов? У меня предмет только один. Ты знаешь, что делать? Ключ у меня. Что за ключ? Давай вот так вот. Что за ключ? Может, мне надо зажечь свечи? Сейчас зажгем свечи. Нам здесь будет повеселее, походу. Бля, если честно, здесь становится немного не по себе. Я в неком, опять же, замешательстве, потому что я нашел... А шкатулка считается предметом вообще? Все правильно, шкатулка считается предметом. Так, а фотку я должен отправить? Или просто ее сделать. Ну, изначально планировалось, что ты ее отправишь, но так как... Наверное, тут оставляет желать лучшего. Мы согласимся на то, что фотку ты принесешь к нам руками. Ты нашел все 5 предметов? Ну, получается, 2 свечки, зеркало, ключик и шкатулка. Ну, мы тебя поздравляем. Блять, и вот если честно, здесь нагнетает атмосфера. Я поначалу зашел, мне было более веселее. А сейчас нихуя не весело. Меня, кстати, начало нагнетать, когда мы на 2-й этаж поднялись. Ну, есть такое, да. Так, ладно, пойду выходить к ребятам. Челлендж я выполнил, успел, с одной подсказкой, ну а что делать? Как бы хоть как-то. Ну вот и все. А вот здесь, короче, есть еще второе здание. Не знаю, насколько она вам видна. Я вот так вот сейчас луч смещу. Видите? Но она уже без крыши, без стен, ну, точнее, без окон, частично без стен. Вот. И, по сути, там внутри вообще ничего нету. Вообще. Так что я пошел. Саня, нормально все, Саня? Да. Что хочу сказать? Во-первых, хочу поблагодарить ребят, которые участвовали со мной в этой съемке. Алексей, Илья, Маруся, спасибо вам большое за такое приключение. А теперь к впечатлениям. Когда я заходил в этот жуткий дом, он мне вообще не показался жутким. Я был на энтузиазме, мне даже вспомнилось детство, когда мы сидели в одной из наших заброшек. Только вот это не наша заброшка, и в этой с каждой минутой становилось все тяжелее находиться. Когда я залез на 2-й этаж, после некоторого времени меня охватил какой-то некий страх. Когда квест закончился, и мы наконец-таки отправились домой, меня всю дорогу держали эти впечатления. Как будто бы вот этот 2-й этаж нагнетал до самого приезда. Хоть это место могло показаться не очень-то и страшным, на самом деле история как будто бы проникала сквозь тебя. Начинаешь сам додумывать то, чего по факту нету. В общем, ребят, я понял, что это очень страшно вести вот такие съемки. Вот как вам показалось? Это больше от того, что я сам себе нагнетал? Или реально история может коснуться нас даже через большие времена и сроки? Кстати, как и было написано, за кадром осталось очень много эмоций, которые бесцензурно как-то выразить было невозможно. Если вы хотите увидеть эти отрывки, обязательно пишите про это в комментариях, и я выложу это все в своем телеграм-канале. Ну а у меня на сегодня все. Увидимся с тобой в следующем видео, ведь дальше будет только интересней. Ну а с вами был канал Крик, меня по-прежнему зовут Александр, и помни, страха нет, он лишь в твоей голове.